Всем привет! На днях перспективная компания Realme официально представила отличный, на мой взгляд, смартфон под названием GT Neo 3T. Есть одно но: гаджет сейчас дебютировал только в Индонезии. Теперь о смартфоне. Первое, на что хочется обратить внимание, это то, что новинка построена на однокристальной системе от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 870, и оснащена большой системой охлаждения. Площадь испарительной камеры составляет 4129. На мой взгляд, это, по крайней мере, очень странное решение компании оставить устарелый процессор в новом гаджете. Я понимаю, что это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года. И изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 585 Prime Cortex A77 на 3.2, 3 ядра Creo 585 Gold Cortex A77 на 2.4 и 4 ядра Creo 585 Silver Cortex A55 на 1.8 ГГц. Но все же хотелось бы получить что-то помощнее. Но есть большой плюс данного решения. Новые процессоры Snapdragon 888 и Snapdragon 8 Gen 1 очень перегреваются, а вот Snapdragon 870 не такой горячий. Перегрев смартфону точно не грозит. Смартфон Realme GT Neo 3T получился действительно отличным гаджетом. Основные фишки его — это AMOLED E4 дисплей производства Samsung, основная камера на 64 мегапикселя, отличный аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Ну и конечно же цена всего $380. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно, и там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Realme GT Neo 3T оснащен отличным экраном AMOLED компании Samsung E4 диагональю 6,62 дюйма. Кадровая частота выступает 120 Гц, максимальная яркость 1300. Материалы нового поколения E4 значительно оптимизированы с точки зрения максимальной яркости, контрастности, точности, цветопередачи, отображающие более широкую цветовую гамму. Сокращение времени отклика и, что немаловажно, энергопотребление. Сканер отпечатков, как и следовало ожидать, встроен в сам экран. Также спереди мы можем заметить фронтальную камеру на 16 мегапикселей. В конфигурации Realme GT Neo 3T также имеется два слота для карт SIM, модем 5G, NFC, стереодинамики, модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6. Вдобавок к Wi-Fi 6 была утверждена новая технология Wi-Fi 6E, которая может использовать другой частотный диапазон 6 ГГц. Это делает сеть идеально подходящей для передачи больших объемов данных на большие расстояния. А вот народного стандартного разъема 3,5 мм для наушников, к сожалению, тут нет. Но зато поддерживается технология Dolby Atmos. Это технология объемного звука. Она расширяет возможности существующих систем объемного звука, добавляя каналы высоты, что позволяет интерпретировать звуки как трехмерные объекты. Габариты и масса устройства 162 на 75 на 8,65 мм. Вес 194 грамма. А теперь поговорим о основной камере. Она тут, как всегда, достаточно неплохая. Тут применяются датчики разрешением 64 мегапикселя, 8 со сверхширокоугольным объективом и 2 мегапикселя для съемки макро. Емкость аккумулятора составляет целых 5000 мАч. Он поддерживает достаточно быструю зарядку мощностью
мощностью 80 Вт. Это нам дает, что смартфон от 0 до 80% заряжается всего за 12 минут. В качестве операционной системы выступила Android 12 с интерфейсом Realme UI 3.0. Основные фишки интерфейса — это дизайн и визуальные изменения, тематика обоев, изменение пользовательского интерфейса камеры, гибкая Windows 2.0, функции конфиденциальности Android 12. Также компания Realme включила новый плавный движок, чтобы помочь с оптимизацией производительности. Realme утверждает, что теперь она переработала движок искусственного интеллекта, чтобы лучше использовать ЦП и ГБ за счет автоматического управления ресурсами. В конечном итоге это должно привести к повышению производительности и даже увеличению времени автономной работы. Realme GT Neo 3T представлен единственной конфигурацией: 8 ГБ оперативной памяти, а если вам этого будет мало, устройство поддерживает технологию расширения ОЗУ. Нарастить оперативную память можно на 5 ГБ, следовательно, мы получим целых 13 ГБ оперативной памяти. Своей флеш-памяти 128 ГБ. Ну и, конечно же, цена. За гаджет просят всего $380. Ну что же, ребята, на мой взгляд, компания Realme вообще с каждым годом удивляет все больше и больше своих фанатов. Почему? Потому что данная компания предоставляет всегда нам отличные технические характеристики за небольшую сумму. $380. За такие характеристики это отличное решение, которое вы можете найти на 2022 год. Первое, конечно же, это процессор. Да, мы не получили тут Snapdragon 888. Да, мы не получили тут Snapdragon 8 Gen 1. Да, мы не получили тут Snapdragon 8 Plus Gen 1. Но мы получили Snapdragon 870. Что это нам дает? Это нам дает все-таки холодный процессор, потому что он не перегревается. Это очень сейчас важно. Да, производитель в Snapdragon 8 Plus Gen 1 постарался сделать достаточно интересное решение, но все же это очень мощное решение, это решение нагревается, и это вы должны понимать. А вот Snapdragon 870 это среднее решение на данный момент, но который может вам предложить средние настройки на всех играх. Это очень круто. Я сейчас не говорю про какой-то серфинг в интернете и так далее. Тут все на высшем уровне. Телефон без лагов, телефон вообще показывает себя только с наилучшей стороны. А вот в играх, да, средние настройки не выше. То есть не думайте, что это супер игровой смартфон и так далее. По поводу экрана. Samsung E4. Это очень крутая технология от компании Samsung. Это, на мой взгляд, вообще лучшая технология экрана, которую вы сейчас можете найти на рынке. Да, мы получили обновление, да, компания Realme нас удивила, но самое главное, это, конечно же, $380. Вы должны отталкиваться от цены. Дорого ли это? Я не знаю. Напишите, кстати, в комментариях, кто потратит $380 за такой смартфон и какие сейчас есть конкуренты. Также очень интересно будет прочитать в комментариях. Отвечу всем. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.